Немного порисуем кубики для тренировки. И рисую первое. Это линия горизонта и вертикаль моего кубика. Теперь отмечаю на линии горизонта две точки схода. Вот они. И теперь все диагональные линии я буду отправлять в эти точки схода. Пример. Сейчас все поймете. И подразумеваю, что далеко внизу у меня есть еще одна, третья точка схода. Ну, допустим, пусть она будет здесь. Но на самом деле обычно лучше, чтобы она была еще ниже. Получилась вот такая вот ромбическая структура. Где в этой структуре кубик? А вот он. Например, вот я отмечаю его верхнюю грань слева и верхнюю грань справа. Теперь для того, чтобы у меня вся эта система сложилась, мне нужно с верхних граней отправить направляющие в нижнюю точку схода. Оп, оп. Если я хочу, чтобы мой кубик был виден с линии горизонта, то я заканчиваю мой кубик вот здесь. Вот он. Если я хочу его продолжить чуть-чуть, то я тоже могу это сделать. Например, переднее ребро. Вот оно. И от него направляющие отправляют в точку схода. Получается уже вот такая структура. Вот мой кубик. Сразу же накидываю немножко тени размытием чернил. Если я хочу рядом поставить треугольник, если я, например, думаю про здания или домики, которые я рисую таким образом, то поступаю таким же образом. Отмечаю ширину кубика и от него веду линию в точку схода, нижнюю, и продолжаю ее здесь. И, например, хочу вот такую вот высоту. Окей. То же самое делаю и с этой линией. Окей. И теперь моя задача из вот этой точки отправить направляющую сюда, в эту точку схода, и продолжить ее до пересечения вот с этой линией. Бамс. Тот же самый фокус нужно повторить и с этой точкой. Вот, получилась грань. Подчеркнем эту грань тенюшкой. Чтобы это было больше похоже на домики, сделаем крышу. Середина, от нее вертикаль, ну не вертикаль, тоже в точку схода, вот в эту. И косые линии. То же самое здесь. Середина и косые линии. И теперь немного подчеркну всю эту историю, чтобы она работала симпатичнее. Вот такие домики в трехточечной перспективе. И если я делаю штриховку, то штрихи тоже направляю в точки схода. Ну и немного добавим тени от этих домиков, чтобы они более уверенно стояли на земле. Мы про оконные проемы, то их линии опорные тоже направляем в точку схода. Например, вот так. Отправил линию в точку схода и делю на оконные проемы. И помогаю себе немножко водной кистью. Ну и в принципе готов домик. Вот одна точка схода, вот вторая точка схода, вот третья точка схода. Пробуйте. Меня зовут Эдуард Кичигин, и это моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Все для проектной графики, все для такой эффектной штуки. Раз, два, три, и чтобы все получалось. Вот такие вот вводные. Про рисование в перспективе на основании вот такой вот идеи. Когда мы рисуем в двухточечной перспективе, это линия горизонта, это форма нашего кубика, все направляющие приходят в точки схода, вот две точки схода, и все строится в перспективе. Можно строить насквозь, можно строить не насквозь. И на основании вот этой вот истории мы попробуем сейчас немного порисовать, что получится. Я также начинаю рисовать геометричную форму параллелепипеда, и это то, с чего я обычно начинаю вот эти вот упражнения, и сразу же можно сделать светотеневую обработку. Чтобы было понятней, примерно приведу к точке схода на линии горизонта мои направляющие. Вот они. Покажу получше. Одна точка схода, другая. И все косые линии я буду направлять вот в эти две точки. И попробую сейчас развивать эту ситуацию, как она может расти. Вот, например, добавляю еще один параллелепипед. Вот эта линия идет сюда, вот эта линия идет сюда. Вот получается у меня прямоугольник
вернее параллелепипед. Сразу же туда приношу тенюшку. Вот она. И получается два таких объемных убедительных параллелепипеда. А если я сюда принесу вот такую историю, и сюда тоже, то это уже получается два таких небольших, очень простых, но симпатичных домика. Да. Вот, например, попробую чуть продетализировать эту историю. Нарисую дверной проем. Вот он. И нарисую вот здесь оконные проемы. Оконные проемы я, соответственно, также веду вот сюда. Ту точку схода. Вот они. Бам-бам. И готово. И теперь накидаю, наверное, второй этаж. Тоже вот такие огромные окна. Я очень люблю огромные окна. Это прекрасно. Может быть, они немножко узкие, но ничего. И то же самое с этой стороны. Одно окей. И еще одно. Вот они. И чуть-чуть подчеркну историю с крышей. И то, что является крышей, тоже отправляю, естественно, в эти точки схода. Раз. И то же самое со вторым домиком. Например, вот оконный проем, дверной проем. И вот здесь сбоку тоже оконные проемы. Вот они. И чуть-чуть сверху. Готово. И то же самое здесь. Но вот это, наверное, нужно круглым сделать. Ну, в принципе, что запариваться. Ну, так, черкну тень, которая падает, скорее всего, вот с этого бокового домика. И вот здесь мне нужно сделать тени поинтенсивнее. Самый близкий к нам угол домика делаем максимально интенсивным. Ну, соответственно, здесь тоже. Окей. Вот получились два простых и стильных домика. И сейчас я добавлю туда чуть деревьев. Окей, готово. И чуть деревьев с этой стороны. Потому что не очень нужны города без элементов пейзажа. Каменные джунгли, я думаю, никому не нравятся. Ну, вот такая структура получилась. Чуть подчеркну акценты. Штриховать не буду совсем. Вроде все работает неплохо. И немножко пройдусь по детализации. Подчеркну вот эти вот линии. Подчеркну углы. Чтобы это все посимпатичнее работало. Подчеркну оконные проемы, чтобы они давали мне ритм хороший. Вот оно. Ну, окей. Вот такая простая структура.
Как просто рисовать стилизованную фигуру человека. Смысл в следующем. Нужно сформировать общие контуры больших объемов человека. Это грудная клетка и таз. Вот если я сформирую два вот этих элемента, это грудная клетка, это таз, то плюс-минус стилизованный вид уже начинает выстраиваться. И у него есть динамика. Следующее, что нам нужно, это позвоночный столб. Вот такой каракули я рисую позвоночный столб. И он тоже дает свою динамику. Следующее — это голова. Вот, например, конечно, очень важно это все рисовать более-менее в пропорции, но вот основа, она поможет двинуться вперед. Теперь добавляем ноги. Ноги рисуются, вот, например, рисую простую кость и продолжаю ее до ступней. Рисую вот такой вот мягкий абрис. Вот здесь тоже мягкий абрис на мышцах. Окей. Рисую простой вид плеча. Рисую волосы. Вот они. Теперь водной кистью делаю чуть-чуть размытие. Если свет отсюда, то тень вот отсюда. Окей. Теперь чуть подправляю грудную клетку. Вот она. И вообще все формы. Основные опорные, которые я нарисовал. Вот так это получается. И в такой динамичной очень позе находится эта девушка. И теперь можно добавить руки. Вот таким образом. Вот таким образом. Очень просто. Рисую мышцы чуть-чуть и свожу его. Можно добавить еще одну ногу. Вот таким же способом. Раз. И немножко динамики. И чтобы ничего было непонятно, все уводим в тень. И это прикольно работает. Еще одну руку прорисовывать не буду, я предположу, что она там прячется за телом. В общем, вот простой и легкий способ. Для того, чтобы рисовать стилизованных человечков. Не для того, чтобы рисовать человека по уму, а для того, чтобы иллюстрировать проектную историю. У меня проектная история, поэтому, в общем, это такая специфическая стилизация. А больше моих уроков по ссылке в шапке профиля. Там, который платный курс, там намного более интересная и ценная информация. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Немножко про то, как рисовать домики в виде сверху, тоже с учетом перспективы. И для этого нам понадобится фактически одна точка схода, вот здесь. Для начала я рисую вот этот вот прямоугольник сверху. Смотрите, делаю так. И ручка пиши. Вот прямоугольничек. И теперь я выбираю произвольную точку. Вот где-то здесь, на таком расстоянии. Попробуйте, практика вам даст понимание, что вам удобнее, в каком перспективном искажении это все рисовать. И провожу туда точки схода. Окей. Вот появилась такая форма. Теперь, чтобы получить низ здания, мне нужно сделать такую штуку. Провести параллельную этой черте. Провожу. Теперь от этого угла параллельную вот этой черте. Провожу. Вот у меня обособился кубик. Прямоугольник, параллелепипед. И чтобы он превратился в домик, достаточно поднять вот здесь историю с фронтоном. Вот таким образом. От центра вверх. И теперь вон туда. Вот это параллельно вот этой. Чтобы продолжить этот домик, я внизу по условному тротуару делаю ширину второго домика. Он очень широкий. И, соответственно, в эту точку провожу линию. Вот она. Длинная. Теперь намечаю высоту домика, допустим, вот здесь. И от высоты провожу параллельную вот этой линии, пока не пересечется с направляющей. Теперь от этой точки провожу параллельную вот этим двум линиям. Вот она. Параллель, параллель, параллель. Окей. От этого угла тоже параллель вот этой. И теперь условную крышу. От середины линию сюда. Линию сюда. И вот это высота фронтона. Так фронтоны располагать, конечно, не стоит, но так, допустим. Теперь вы уже все понимаете и можете построить похожую структуру. Вот она. Теперь принесем немножко тенеобразования. Вот так это происходит. И чуть-чуть деталюшек. Окна тоже в той же самой проекции, что и основные формы этого предмета. И теперь чуть-чуть, может быть, тротуара. Параллельно
параллельно вот этим. Окей. Вот тротуар. Получился такой домик. У этого одна точка схода, у этого другая. А уроки больше практичнее и круче у меня по ссылке в шапке профиля. Там профессиональные прям советы. Могут сэкономить очень много времени. Меня зовут Эдуард Кичигин. Подписывайся. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу смотрите в описании к видео много плейлистов, каким образом рисовать, всякие штуки такие красивые, симпатичные и быстрые и простые. Это все выросло из необходимости проектной графики. Поэтому у этого стиля есть задача. Когда тебе нужно нарисовать быстро, просто хорошо и сразу же. Ты сидишь с клиентом, ты сидишь с прорабом, ты сидишь с кем-нибудь, кому ты хочешь подать свою идею, которая родилась у тебя в голове, и ты делаешь быстрый набросок. Вот для этого мой стиль рисунка. И вот многое можно взять из моих видосов, которые находятся в свободном доступе. Ну, а самая соль, самый смак, самая четкая структура в моем платном сервисе Boosty внизу по тарифам 200 и 400 рублей. Смотрите, переходите по ссылке, смотрите, если вам подходит, то подписывайтесь. И прям вот получаете тот контекст, который я нарабатывал 5 лет. Ну, работа в Италии и в России, вообще по миру. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао.